Какими воинами были сибиряки? Россия много и часто воевала. Иногда она была агрессором, но чаще нападали на нее саму. Среди народов страны, которые особенно отличались в боях с врагами, есть и сибиряки, которые, конечно же, не народ, а этногруппа. Но врагу от этого не было легче. И вот почему. Особенности сибиряков. Уже в самые ранние периоды освоения Сибири стали отмечать некоторую узнаваемую особенность ее населения по сравнению с прочими регионами страны. Сибиряки были более собраны и решительны по понятным причинам, куда лучше переносили холод и неустроенность полевой жизни, а главное, почти поголовно были хорошими стрелками и следопытами. Это результат определенного естественного отбора в Сибири. Туда ехали разные сорвиголовы, преступники, отчаянные каторжане, самые жесткие и суровые солдаты всех званий и функций. Коренные жители также не отличались мягкостью и невоинственностью. Существовать в экстремально холодном климате, в обществе суровых потомков разбойников или старожилов, могли только те, кто сам мог дать отпор кому угодно и кто может и умеет выживать в любых условиях. В XIX веке средний рост сибиряков был значительно выше среднего роста населения России и не уступал донским казакам, тоже высокорослым. Со временем различия сгладились из-за постоянных миграций населения, но до сих пор жители Сибирского округа, вместе с северо-западным, являются самыми высокорослыми в России в среднем 178 сантиметров у мужчин. Почему сибиряки высокорослы? Лучшее питание и опять же отбор. Физически слабые люди едва ли захотят рискнуть жить в диких степях или тайге, стать грабителями или солдатами-конвоирами. А если уж так сложилось, то и погибнуть без потомства им легче. Твердость характера сибиряков восхищала врага. Они не считаются с ситуацией, погодой или потерями, а без признаков паники сражаются как яростные бестии. Убить их можно, но напугать или рассеять едва ли. Воинские пути сибиряков. Уже под Полтавой с Петром стояли два сибирских полка, стойко державшие удар шведов, которых, по иронии судьбы, потом в Сибирь и сошлют как пленных. В 1812 году Иркутский и Сибирский общий полки участвовали в Бородинской битве, а затем вошли в Париж вместе с русской армией. Сибирские казаки очень активно участвовали в подавлении восстания боксеров в Китае, с лета разгромив огромную китайскую армию. Они почти в одиночку, до прихода основных сил, взяли Пекин и водрузили там свои знамена. В русско-японскую провальную и позорную для России сибиряки активно сражались в Маньчжурии. Но так как фронт пролегал скорее на море, особого случая показать себя им не предоставилось. Енисейский полк лишь однажды был атакован превосходящими силами японцев и был вынужден отступить, потеряв почти 3000 человек. Заняв оборонительные позиции, полк долго стоял без дела, в влажном и душном климате, где не было ни чистой воды, ни бань, ни спасения от мошки и мух, отчего начались массовые болезни состава и едва ли не треть погибла от эпидемий. Ну а в Первую мировую сибиряки участвовали уже массово. Вот что писал о них, например, генерал Туркул, ветеран Первой мировой и гражданской войн. «Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу». Русский военный историк Кернсновский писал: «Репутация сибирских стрелков, созданная уже на сопках Шахе и на верках Порт-Артура, была с кровавым блеском подтверждена в бурях мировой войны. Тот, кто в Великую войну сражался против русских, писал прусский майор Курт Гессе, сохранит навсегда в своей душе глубокое уважение к этому противнику. Без тех крупных технических средств, какие мы имели в своем распоряжении, лишь слабо поддерживаемые своей артиллерией, должны были сыны сибирских степей неделями и месяцами выдерживать с нами борьбу. Истекая кровью, они мужественно выполняли свой долг». Знаменитый бой под Пясечно 27 сентября 1914 года сибирская стрелковая дивизия прямо из эшелонов, не дожидаясь поддержки и артиллерии, бросилась в штыковую атаку
и остановила рвавшийся к Варшаве германский 17-й армейский корпус, укомплектованный прусаками. В 1915 году Восточный фронт был фактически спасен бойцами 11-й сибирской стрелковой дивизии, которые полегли почти все, но не дали значительно превосходящим частям немцев прорвать фронт и окружить русские армии в ходе Прасныжского сражения. Сибиряки во Второй мировой войне. Страшная зима 1941 года стала сущим адом для немцев и тяжелым испытанием для советских войск. Они тоже несли большие потери от обморожений, так как не все солдаты имели опыт зимней войны. Когда для битвы под Москвой фронт стали массово укомплектовывать сибирскими частями, по причине недобора состава и разведданных, что Япония не нанесет удар по СССР с востока, сибиряки оказались как рыбы в воде. Удивительным было, как сибиряки зарывались в снег для спасения от ночного холода, чем сохраняли жизнь и себе, и соратникам. Тяжелейшая битва за Москву была выиграна во многом благодаря сибирякам и их умению воевать в таких чудовищных условиях. Еще одним ноу-хау сибиряков оказались ночные штыковые атаки, когда из-за темноты нивелировалось огневое превосходство немцев. Зато крупные сибиряки вполне могли тягаться в рукопашной с немецкими солдатами даже отборных соединений. Мы не можем податься ни вперед, ни назад. В снежных блиндажах находится цвет советской армии – сибиряки. Мы лежим на открытом поле. Как только поднимешь голову, сейчас же влетит меткая пуля. Многие из наших солдат лежат с простреленной головой, атаковать противника было бы бессмысленно. Против нас брошены сибирские дивизии, прекрасно снаряженные для войны в зимних условиях. Эти дивизии состоят из солдат, которые чувствуют себя великолепно. Наши пулеметы и автоматы на морозе часто не действуют. Иногда остается лишь холодное оружие, и начинается страшная русская рукопашная. Немецкий военный корреспондент в 1942 году. Второй эпизод героизма сибиряков случился в Сталинградской битве. Здесь крайне пригодились навыки снайперской работы у коренных народов Сибири, сотни часов в тире у немецких солдат не шли ни в какое сравнение с мастерством полуграмотных тувинцев или бурят, которые были охотниками в 10 поколениях. Ходили даже полуанекдоты, что однажды сибирская часть просила гаубицу на позицию, но привезти ее не нашлось тягача. Тогда сибиряки пришли сами, разобрали ее и притащили к себе на руках. Случались и поражения. Так, элитный кавалерийский полк итальянской армии Савоя, расквартированный в одной из деревень Поволжья, был ночью окружен сибирским полком. На рассвете итальянцы завязали перестрелку и, забрав фокус внимания врага, неожиданно атаковали советские войска кавалерией с саблями. Не ожидая в 40-х годах таких архаичных военных действий, сибиряки вступили в рукопашную, но проиграли ее конным итальянцам, большинство из которых были аристократами и виртуозами верховой езды. Потеряв 150 убитыми и еще 300 ранеными, сибиряки попали в плен. Эта атака стала последней в истории военной кавалерии успешной операцией. 4 миллиона солдат из Сибири принимали участие в войне из примерно 9 миллионов всего населения. Примерно 2 миллиона из них погибли, что нанесло большой урон региону. При этом нужно иметь в виду, что сибирские стрелковые полки не состояли на 100% из сибиряков. Традиционно к полку, сформированному на какой-то территории, подмешивали выходцев из других, ополченцев, людей, которые вышли из окружения или плена, остатков разгромленных частей. Поэтому фактическая доля сибиряков в соединениях, называемых так, была около 50–60%. При всем этом советские СМИ не склонны были афишировать эти данные, так как господствовала доктрина равного вклада в победу всех республик и граждан СССР, несмотря на то, что для защиты Москвы зимой 1942 года из Сибири буквально выгребли все мужское население призывного возраста. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.